Добро пожаловать в мобильное приложение «Я репетитор». В данном видеоролике мы пошагово расскажем, как пользоваться приложением. Давайте начнем. После регистрации первым делом нам необходимо создать учеников. Перейдем в раздел «Ученики». Предположим, нашего ученика зовут Аркадий. Нажмем на кнопку «плюс» в правой нижней части экрана. Обязательные для заполнения поля – это имя ученика и стоимость одного занятия с ним. При необходимости можно заполнить дополнительные поля. Заполним имя ученика и укажем, что стоимость занятия 1000. Нажмем «Сохранить». Нажав на троеточие справа от ученика, откроется меню, в котором можно позвонить ученику, написать сообщение в WhatsApp, а также перенести ученика в архив, если занятия с ним временно не проводятся. Функция «Пополнить баланс» позволит отметить в системе внесения учеником оплаты авансом за несколько занятий. Кнопка «Перейти в платежи» откроет подробную информацию по балансу ученика. После создания базы учеников перейдем в раздел «Расписание». Расписание может быть отражено в виде списка или календаря. Выберем календарь. Для создания занятия выберем дату в календаре. Например, первое занятие с Аркадием пройдет 11 августа. Нажмем на кнопку «плюс» в правой нижней части экрана. Выставим время начала и окончания занятия и добавим ученика, с которым будет проводиться занятие. Если занятие групповое, то можно выбрать нескольких учеников. В случае, если стоимость занятия в указанный день отличается от стандартной, нажмите на поле суммы справа от ученика и внесите изменения. Измененная стоимость будет применена только к данному занятию. Дополнительно можно указать предмет, примечание к занятию, а также прикрепить необходимые материалы. Нажмем «Сохранить». Созданное занятие попало в план и теперь отмечено синей точкой в календаре. Теперь продублируем занятия на другие недели, для чего вернемся к редактированию занятия. Аркадий планирует заниматься с 11 августа по 20 октября, каждый четверг. Поставим галочку в поле «Генерация занятий» и выберем дату, по которой необходима генерация, то есть 20 октября. Нажмем «Сохранить». Готово. Занятие скопировалось на последующей неделе вплоть до 20 октября. Сгенерированные занятия можно быстро удалить. Предположим, что Аркадий решил окончить заниматься на месяц раньше, и 22 сентября будет крайнее занятие. Выберем в календаре 22 сентября и зайдем в меню редактирования. Снимем галочку с генерации, после чего сохраним изменения. Все занятия после 22 сентября удалятся. Свайпом вправо перейдем в расписание в виде списка. Нажав на троеточие справа от занятия, мы можем позвонить и написать ученику, отметить его отсутствие, пополнить баланс, перейти в платежи и вручную отметить оплату за занятие. Обратите внимание, что вести учет оплат можно двумя способами – пополнением баланса и вручную. Пополнение баланса удобно, если ученик вносит предоплаты за несколько занятий авансом. Система будет сама вычитать стоимость занятия из баланса ученика после каждого проведенного занятия и информировать вас об остатке. Отмечать оплаты вручную удобно в том случае, если ученик рассчитывается с вами по факту проведенного занятия. В разделе «Финансы» отражена информация об оплате прошедших и предстоящих занятий. Если при создании ученика вы включили функцию автоматической оплаты, то состоявшееся занятие будет всегда отмечаться как «оплачено». Как мы указывали ранее, оплату можно отмечать вручную или пополнением. Нажатием на кнопку «Оплачено» или «Не оплачено» вы можете изменить статус оплаты занятия, в том числе запланированного на будущее. Это ручная оплата. В случае, если ученик платит авансом за несколько уроков, просто пополняйте его баланс. Ручной работы не потребуется, поскольку приложение проставит все отметки автоматически. Обратите внимание, что если вы добавите абонемент и при этом с учеником будут иметься прошедшие неоплаченные занятия, то первым делом абонемент оплатит прошедшие занятия, переведя их в статус «Оплачено». Оставшаяся сумма абонемента будет зачислена на баланс ученика. Оплата будущих уроков будет автоматически списываться из баланса после их проведения. Предположим, что 11 августа Аркадий внес нам предоплату в размере 3000. Добавим предоплату в систему. Готово! Предоплата внесена, и 3 занятия пометились как оплаченные.
Бывают случаи, когда ученик оплатил занятие, но отменил его. Приложение позволит репетитору решить, взимать оплату за пропущенное занятие или нет. Аркадий внес оплату за урок от 11 августа, но накануне сообщил, что будет отсутствовать. Укажем, что ученик отсутствовал. Перед нами появилось диалоговое окно, в котором предложено ввести сумму штрафа за отмену занятия. Из стоимости занятия вычитается сумма штрафа, а остаток возвращается на баланс. Введем сумму штрафа в размере 1000. Поскольку штраф будет равен стоимости занятия, то остаток к зачислению на баланс Аркадия будет отсутствовать. Если бы мы не взяли с Аркадия штраф за пропуск и ввели 0, то обратно на баланс вернулась бы полная стоимость занятия. Все расчеты с балансом производятся только после окончания запланированного урока. Кроме того, вы можете использовать фильтрацию по ученикам, а также перемещаться в списке к разным датам. Вкладка «Баланс учеников» отображает текущий баланс каждого ученика и остаток оплаченных занятий. Красный фон поля означает, что баланс отрицательный, и у ученика имеется долг. Зеленый фон, что его баланс положительный. Нажав на кнопку «плюс» в правом нижнем углу, вы сможете внести пополнение баланса у какого-либо ученика. При нажатии на поле с учеником вы увидите расширенную сводку по количеству занятий за каждый месяц, общей сумме к оплате и той сумме, которая уже оплачена. Кроме того, свайпом влево отобразится страница с историей пополнений баланса. Платеж можно удалить из истории. Вкладка «Статистика доходов» отобразит ваш доход по месяцам в виде графиков для их наглядного сравнения. На графике будет также указана сумма дохода. Нажав на кнопку «Все ученики», вы сможете установить фильтр по показу дохода от определенных учеников. Раздел «Файлы» предназначен для хранения файлов, картинок и заметок, которые можно просматривать и прикреплять к занятию. Чтобы загрузить в приложение необходимый файл, нажмите на кнопку «плюс» в правой нижней части экрана и выберите необходимый вариант. Чтобы открыть меню вашего профиля, нажмите на кнопку «Меню» в правой верхней части экрана. В данном меню вы сможете редактировать свой профиль, выбрать, в какой валюте производится расчет, изменить пароль и удалить аккаунт. Подписка на сервис отобразит информацию о действии подписки и текущем тарифе. При возникновении любых вопросов, связанных с приложением, вы всегда сможете связаться с технической поддержкой. Для оценки приложения в маркете нажмите «Оценить приложение». Тур по приложению позволит посмотреть небольшое обучение по функциям приложения. Через меню можно также ознакомиться с документацией, касающейся политики конфиденциальности и условий пользования. Надеемся, что данное видео было вам полезным. Желаем удачной работы!